Друзья, приветствую вас на канале, посвященном рынку недвижимости Кипра. А сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости провинция Фомагуста, или точнее той части, которая, так сказать, под контролем южной части острова Кипр. Поговорим с цифрами, естественно, разберемся, что произошло как за один месяц, будем говорить о колебательных процессах, сравнивать декабрь с ноябрем 2025 года, так и поговорим о тенденциях длиною в один год. Будем сравнивать декабрь 2024 год с декабрем 2025 года. Да, и чуть не забыл, традиционно, как обещал своим, так сказать, подписчикам, знакомить с бытом, по крайней мере, тем, которые сейчас меня окружают. То есть сзади, если вы видите, некие такие джунгли или заросли. Это драгон фру, удивительный кактус, или к семейству кактусов относится, да, великолепные плоды мы уже пробовали. Ну и также видите такое вот это самое, это можжевельник, большие деревья создают тень. В общем, живем как в деревне. Достаточно приятно. Итак, друзья, переходим к основной теме. Это рынок недвижимости, вторичный рынок, напомню, жилой недвижимости провинции Фомагуста. Смотрим подготовленный мною материал через призму и времени, и цифр. Попробуем разобраться с тем, что произошло на рынке жилой недвижимости благодаря статистическим данным, которые любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, перед вами остров Кипр. Познакомлю вас с административно-территориальным делением. Всего 6 провинций. Сегодня мы говорим о провинции Фомагуста. Вот здесь видите номер 3. И вот эта часть, это та часть, которая подконтрольная южной части острова Кипр. Вот это демаркационно, по-моему, она так называется. Ну, если ошибся, напишите, который разделяет на две части остров. Напомню, что северную часть – это турки-киприоты, южная часть – это греки-киприоты. Вот сегодня поговорим о вот таком небольшом провинции Фомагуста. Да? Также переходим сразу же, наверное, к карте. Карта вот так отрисовывает Google Map таким светло-желтым или серым пятном на карте, да, мы видим. И давайте, значит, будем говорить о рынке недвижимости. Здесь будет жилая недвижимости всех классов. Всего на Кипре жилая недвижимость делится на новое жилье, это класс А, Б, это жилье, которое построено на энергоэффективных материалах. Ну, как гласит молва, что, значит, летом не жарко, а зимой не холодно. Хотя, если честно, я живу сейчас не в новом жилье и вполне себя чувствую комфортно. Даже, видите, в майке сижу. Итак, хотя на улице у нас, друзья, какой там сегодня уже сбил со счету, ну, январь месяц, короче, 13 или там Старый Новый год, по-моему, да? Нет, 12 завтра будет Старый Новый год. Итак, друзья, старое жилье – это класс D, E, F, но, как мы с вами уже договорились, я буду называть это просто или новое, или старое жилье на вторичном рынке. Также, переходя к табличке данной экселевской, вы можете видеть, сколько населенных пунктов. Это так называемое ценовое зонирование. Это небольшие населенные пункты, которые входят в провинцию Фомагуста. Ну, наиболее такие, давайте, два возьмем населенных пункта. Ну, город, муниципалитет, можно так называть. Хотя, конечно, по меркам Украины это совершенно небольшие населенные пункты. Ну, начнем с Айанапы. Это наиболее такие часто посещаемые туристами, в том числе с Украины, действительно часто посещаемые населенные курортные города. Видим стоимость в декабре 3712 евро за квадратный метр,
что показало нам, в общем-то, незначительную динамику роста на ну не на полпроцента, а 0,27%. И город Протарас, да, Протарас возьмем. Здесь, конечно, видите, как очень сильно отличается стоимость квадратного метра. Здесь мы сейчас говорим, напомню вам, о недвижимости, о квартирах, которые находятся в многоквартирных домах. То есть здесь нет вилл. Но вот про Тарасе стоимость квадратного метра достаточно дорогая. 5346 евро за квадратный метр. Рост незначительный, плюс 0,20% всего лишь за месяц. В целом по провинции Фомагуста вот здесь мы видим рост за месяц всего лишь 0,35%. Также посмотреть можете интересующие вас населенные пункты. Здесь, в общем-то, рынок такой достаточно, ну, оживленным не назвать, но в выборку попадает несколько тысяч объектов, как и старого, так и нового жилья. Кстати, нового жилья больше, старого меньше. Переходим к следующему слайду, и здесь мы попробуем с вами разобраться, что же произошло за год в провинции Фомагуста. Перед вами вот некий такой график, рисунок. Период исследования у нас декабрь 2024 год. Стоимость видим в среднем по, естественно, провинции 2758 евро. И в декабре 2025 года это уже 2833 евро. Что показало, друзья, нам, смотрим вот здесь внизу, да? Видите, цифры повторяются, что показало нам рост за год всего лишь 2,72%. Ну, можно округлить до 3%. Друзья, ну, в принципе, вот рынок недвижимости мы на этой неделе говорили, в начале недели, о Никосии. Это большая такая провинция, самая большая по территории на острове Кипр. Значит, там положительная динамика роста в целом по провинции где-то тоже около 4%. Видим также, что Фомагуста показала нам рост плюс 2, ну 3% округлим. Также, друзья, мы готовим индексы. Расскажу, что такое индекс. Индекс – это макроэкономический показатель. Вот он здесь, видите, единичка, красным, запятая 0,27. Он считается достаточно просто, если у вас есть, конечно, статистические данные. Индекс обозначает изменение стоимости квадратного метра по целой, в данном случае, провинции на протяжении одного года. Считается он просто 2833, показываю указкой, делим на 2758 и получаем рост плюс 2,72% в годовом измерении, или же вот этот положительный индекс. Друзья, на протяжении многих лет для украинских национальных системных банков я и компания Lim Consulting готовим подобные индексы. И вот, в общем-то, я примерно, ну, по Украине-то я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях. Ничего подобного, друзья, на острове Кипр, по крайней мере, мы говорим о южной части, подобного контента не присутствует в открытом доступе. Да и я так понимаю, что и в закрытом доступе это никто не делает. То есть рынок недвижимости как таковой не мониторят специалисты, а данная информация архиважна именно для финансовых учреждений. В данном случае говорим острова Кипр. Специалисты, которые работают в банках, в Украине это управление по рискам или риск-менеджменту, знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, ну, похожий на Кипре, знаю, как меняется стоимость квадратного метра любой недвижимости. Кстати, друзья, показываю вам только вторичный рынок, жилую недвижимость. Вообще мы с 2019 года, я и компания Lim Consulting, системно мониторим все сегменты рынка недвижимости, поэтому я знаю, как меняется недвижимость на Кипре в стоимости на протяжении определенного участка времени. Поэтому, друзья, ну, я думаю, что вот за данной информацией предполагаю, что это мне подсказывает, что она архиважна, и у меня будет возможность также предоставлять эту информацию, так сказать, коллегам, которые работают в финансовых учреждениях. Итак, давайте подведем итоги, что за год сравнивать будем декабрь 2025 с декабрем 2024 года. Внизу видим
Декабрь 2025 года это 2833 евро стоимость квадратного метра в целом по провинции Фомагуста. А в декабре 2024 года это 2758 евро за квадратный метр, что показало нам рост плюс 2,72%. Повторюсь еще раз, индекс положительный, единичка 0,27. Вот почему я говорю, что в принципе повышение на 3% это вполне адекватно себя ведет рынок. Это вторая провинция, которую мы подводим итоги за ушедший уже 2025 год, показала нам в принципе, положительную динамику роста вполне адекватную. Вот вверху я основные макроэкономические показатели вам видите, да, зеленым шрифтом. Что такое макроэкономические показатели? Это индикаторы, которые характеризуют значит, состояние экономики или процессы, которые происходят во времени с экономикой. Ну, вот давайте просто посмотрим, начнем с инфляции. Наверное, это будет наиболее интересно. 2025 год прошедший, а эта картинка у нас именно о том, что произошло с недвижимостью в 2025 году. 2% инфляция. Но это было предположение, ну это Евростат дает. Я думаю, что вот в феврале будет опубликована статистика новая, мы увидим, что здесь будет порядка 3%, я думаю, что инфляция будет. То есть, напомню, что такое инфляция? Существует некий, ну не некий, это давно, так сказать, уже люди, которые учились или учатся, знают, но есть закон стоимости. Фундаментальный закон стоимости, который, в общем-то, так глобально описывает, как должна работать экономика. И вот работать экономика может сбалансированно тогда, когда количество денег, которые находятся в обращении, сюда входят и в том числе фиатные деньги, и деньги, там агрегат есть М0, М1, М2, то есть все деньги, которые находятся на территории того или иного государства, адекватны или сбалансированы, и ровно столько выпущено товара и услуг. Как только становится больше денег, что происходит? Эти деньги обесцениваются. То есть за них можно купить все меньше товаров и услуг. Напомню вам, недвижимость является таким же товаром. И вот мы видим, что 2% это у нас инфляция, то есть включаются инфляционные процессы. То есть это за обесцененное евро можно купить все меньше и меньше товаров и услуг. Еще раз напомню. Так вот, недвижимость традиционно на протяжении многих лет была неким таким активом, который не позволял вложенным инвестициям обесцениваться. Так вот, за год, видим, недвижимость выросла на 3%. Здесь инфляция 2%, здесь 2,72%. То есть вот это как раз ровно на инфляцию выросла стоимость квадратного метра. То есть недвижимость не подешевела. При этом, при всем, друзья, мы также можем учетную ставку посмотреть. Учетная ставка это 3,40%. Что такое учетная ставка? Напомню вам, кто не знает, это стоимость денег на внутреннем рынке. То есть Национальный банк выдает уже коммерческим банкам под учетную ставку 3,40%, а коммерческие банки кредитуют уже бизнес. Ну, там на Кипре больше, по-моему, 6% я не видел, чтобы по кредитам ставка была. Так вот, я в этом году уже начну записывать отдельно, как посчитать пассивный доход. А пассивный доход люди могут получать, сдавая, так сказать, в аренду свое, в данном случае будем говорить о недвижимости, жилой недвижимости. Так вот, если я просто уже смотрел цифры, если учетная ставка составляет 3,40%, то на сегодняшний день в Фомагуста, в епархии, в провинции Фомагуста, рост аренды в годовом измерении там порядка 4%, чуть больше. Ну, я подготовлю видео отдельно прям. То есть мы понимаем, что рынок недвижимости в сегменте аренда показывает вам вполне неплохую динамику роста. То есть вы можете, так сказать, положить деньги под
Кстати, я вот не знаю, какая там процентная ставка, если вы ложите деньги. Наверное, 2%. Я думаю, что больше 2,5 вам ни один банк на Кипре. Но могу ошибиться. Кстати, напишите, да, я посмотрю. Вот закончу писать это видео и посмотрю. Предположим, что вы можете ваши деньги положить на депозиты под 2% или там 2,5%. И это, в принципе, неплохо. Но приобретя недвижимость, в среднем там можно за 150 тысяч евро купить как однокомнатную, там есть однокомнатные новые, как я говорил, там 60 метров, так и есть двухкомнатные старые, там тоже порядка 60 метров старое жилье. Так вот, купив за 150 тысяч квартиру, апартаменты, сдавая ее в аренду, вы можете получать, в общем-то, доход порядка, как я уже говорил, 4, там, чуть больше, 4,5% в годовом измерении. Отнимем все налоги, то получается вполне себе такая неплохая как бы история, ну, по крайней мере, на цифрах. Но при этом, при всем, возврат инвестиций, конечно, там больше 20 лет. Многие из нас уже не доживут до этого времени. Но так или иначе. Итак, друзья, подведя итоги, еще раз фиксируем, что рынок жилой недвижимости провинции Фомагуста показал положительную динамику роста плюс 2,72%, что вполне адекватно с точки зрения инфляционных процессов, которые нам, в общем-то, декларировали в 2025 году. Друзья, так, останавливаем. Пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью острова Кипр, вам необходимо что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете ставить лайки, дизлайки данному видео. Кстати, пишите вопросы, я с удовольствием отвечу. Сейчас у меня есть время более-менее свободное. Обязательно отвечу. Может быть, какие-то темы вам будут интересно раскрыть более детально, тоже с удовольствием запишу видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости острова Кипр. Что, в общем-то, эти обзоры станут для вас как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.